Они сказали: «Сынок, ты не такой, как все. Ты рожден для подвига». Как ни странно, они были правы. Я Эндрю Райан, и я пришел, чтобы спросить у вас, разве не имеет права человек на то, что зарабатывает в поте лица своего? Нет, говорят нам в Вашингтоне, все принадлежит бедным. Нет, говорят в Ватикане, все принадлежит Богу. Нет, говорят в Москве, это принадлежит всем. Я отверг эти ответы. Вместо них я выбрал нечто иное. Я выбрал невозможное. Я выбрал восторг. Город, где художник не боится цензора, где великое не ограничено малым, где ученого не стесняет ханжеская мораль. Восторг может стать и вашим городом тоже. Но маяк горит, как адский огонь. Похоже, там самолет разбился. Мы посреди Атлантики. Как могло? Не знаю. Лучше убирайся оттуда, живее! Мутанты на подходе! Шутишь? Откуда тебе знать, что кто-то сюда идет? Потому что спускается батисфера. Значит, у нас скоро будут гости.
включились сирены. Давай быстрее. Простите, сударь. Я не хотел мешать. Не трогайте меня. Отпустите меня. Оставьте себе мое оружие. Неужели новенький? Не мог бы ты взять коротковолновую рацию? Уж не знаю, как ты уцелел в авиакатастрофе, но я вообще не любитель задавать вопросы провидению. Я Атлас, и моя задача — сохранить тебя в живых. А теперь вперед! Нам надо перебраться повыше. Вдохни поглубже и выходи из батисферы. Я не дам тебе пропасть. Нам надо выманить ее из укрытия. Но для этого ты должен мне довериться. Тебя. Еще немного. Ну что, нравится место? Будь любезен, не поищешь ли лом или что-то в этом роде? Эти проклятые мутанты заперли Джонни, прежде чем... Черт бы их побрал. Ложь. Ложь. Деньги. Эти чурбаны. Ты иди, настучи на меня! Брось! Я просто хочу с кем-нибудь поговорить! Убью! Мой папа умнее Эйнштейна, сильнее, чем Геркулес, и может зажечь огонь, щелкнув пальцами. Ты такой же, как мой папа, мистер. Нет, если ты не приходишь к саду собирателей, то нет. Все умные папы заряжаются в саду. Спокойно. Твой генетический код сейчас переписывается. Так что стой смирно, и все будет хорошо.
этой рыбки такой вид, словно ей только что отдавили хвостик. Интересно, у него еще осталось хоть немного адама? Слышишь? Пошли! Да ты просто слабак! Эта рыбка даже не достойна того, чтобы скормить ее большому папочке. Трус! И всегда таким был! С железным папочкой тебе будет не лучше, рыбешка! Смотри, мистер Бабус, это ангел. Я вижу свет из его живота. Погоди, он еще дышит. Все хорошо, он скоро станет ангелом. Ты в порядке, парень? Когда принимаешь плазмиды в первый раз, это сшибает с ног. Но зато теперь самое время лезть в драку, да? Затем дави. Удар на раз-два. Помни, удар на раз-два. Я неплохой человек! Простите. Только я не хотел Передайте Райну, что мне очень жаль, я больше не... Я себя контролирую, да! Так написано в книге. Хорошо одевайся, улыбайся и будь собой. Послушай, у меня семья. Мне надо вытащить их отсюда. Но мутанты отрезали их от меня. Если сумеешь отыскать их в дарах Нептуна, тогда, возможно... Я знаю, сейчас ты, должно быть, чувствуешь себя самым несчастным человеком на свете, но ты моя единственная надежда на то, чтобы вновь увидеть жену и ребенка. Отправляйся в дары Нептуна. Найди там мою семью. Умоляю.
Погоди, это уже все было. Почему тебя нет? Почему все сегодня, а не тогда, когда ты был таким теплым, сладким? Почему мамочка не может прижать тебя к груди и почувствовать твои зубки? Ой, нет, 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 нет! Плазмиды все изменили. Они уничтожали наш разум и наше тело. Мы не могли с этим справиться. Лучшие друзья убивали друг друга, младенцев душили в колыбели. Весь город взбесился. По-плохому? Или лучше? Я могу и так. Чарли! Черт! Я удвоила Чарли! Куда ты делся? Да пошел ты, зараза! Если заметишь в воде мутанта, бей его электроразрядом. Где? Я... 3, 4, 6, 7. Я вся такая клейная. Никто меня теперь не захочет. Только не трогайте мою малышку. Я думал, тут внизу у меня будет... Эй, Бренда, ты не хочешь мне объяснить, почему у тебя вот уже 3 недели в стене уборной дыра, как от метеорита? Нет, я, конечно, не Шекспир, но все-таки пытаюсь руководить приличным театром. Ко мне приезжают из порта Нептуна, хотят немного развлечься, а тут это вонь у тебя из выгребной ямы. Наведи порядок. Избудутся мои мечты. Но что-то...
Осторожно. И будь любезен, опусти оружие на секунду. Думаешь, там ребенок? Не обманывай себя. Она теперь одна из сестричек. Кто-то пришел и превратил очаровательную малышку в чудовище. То, что ты считал добром и злом там, на поверхности, здесь, в восторге, не имеет никакого смысла. Эти сестрички — носительницы Адама, генетического материала, на котором держится все в восторге. Все его желают. Всем он необходим. Это большой папочка. Она собирает Адам, он ее охраняет. Hey, I'm Jeff Keighley here in Boston to go behind the scenes to hear some untold stories about the making of BioShock with Ken Levine and Sean Robertson. Let's talk a bit about the theme and setting of BioShock Rapture. I think a lot of people, when they played the game for the first time, Ken, they wondered, how did you even dream up this place? And I know you've said publicly before that part of the reason you sort of, what led you to Rapture was this idea of fully simulating a place. Tell us about that sort of idea and the frustrations you had with other games where you sort of hit a bound. I think our philosophy was always to do what we were doing 100% rather than try to do something bigger and do it 50% or 40%. So one of the ideas of, and this sort of came from System Shock 2 as well, where you focus on an area that you can really bring to life and you kind of eliminate the questions of, well, why can't I go over the bridge to New Jersey? So we were able to really make a place, I think, that felt believable and real, even though in actuality it was really quite limited. But we just sort of dressed it with all these buildings outside that were all, were all basically glorified fakes. We let the story drive what we needed to show rather than some kind of like predetermined map which we set down, which is a little different than like System Shock 2, where we actually mapped a spaceship out deck by deck. Yeah. Because I don't know why the philosophy felt a little different there, because you want to feel like a real spaceship that was sort of stacked on top of each other. But Rapture was free to sprawl across the ocean floor. Although you guys originally, John, were talking about doing this game on a sort of spaceship again, right? Yeah, when we first started talking about what the spiritual successor to System Shock 2 was going to be, Spaceship came up, but again, we wanted a limited environment and we didn't necessarily want to do Spaceship again. And our first actual exploration of this space was underwater, but ultimately ended up looking like a spaceship. It just happened to have a couple of seaweed fronds outside. And that started to push us towards what artistic statement that we wanted to make this look different and what rules we were going to set for the world. How at every turn we were going to try to remind the player that they were in fact underwater and that this wasn't a spaceship. And how, like, underwater, we obviously know you did underwater, then sitting in the sky, like where did you come with the idea of like doing this underwater? I think there was probably a conversation. It's like, well, what kind of places could be cut off from other places? Yeah. Like, well,
you know, a spaceship, a summer camp, you know, like any island notion, right? Something that's cut off from the rest of the world. Yeah. So you never felt like you should be able to go over that bridge to New Jersey. I don't want to apply some deep and meaningful conversation. I think it was one of those ideas that you just kind of say, and then everybody's, well, that sounds cool, let's try that. Let's go for it. And I think it lended itself to having very nice views out the window without having to build an insane amount of unique assets. Right. By today's standards, we still were a small team back then. And there's an expectation that because you're underwater, the view distances are going to be short, so you can really kind of fade out into the fog at a short distance and not have the expectation that, why can't I see forever? So there's a lot of limitations in a good way that we put on ourselves by being underwater, as opposed to like if you're on a cruise ship, then you'd expect to see across the water and we'd have to deal with that. Same thing with an island. Or a city in the sky. Where yeah, exactly. Which was a lot more complicated, yeah. So you came up with the idea of let's do this underwater, let's do this sort of isolated place. Then you had to answer the question of, you know, why would someone build this? Is that sort of how it worked, sort of order of operations? You then had to come up with a story to explain? Yeah, I think we wanted a very believable reason why they'd be there. Right. And sort of the necessary isolation of the place sort of led to, well, what kind of person would want to do this? And I wasn't even particularly aware of the sort of political implications of what I was reading, but I've been reading, I had read The Fountainhead. Right. By Ayn Rand, and I mostly thought it was an interesting story. Like I didn't realize that people were sort of basing their sort of political lives around it, because I wasn't that tuned in to that stuff at that point. And so, but I love the dialogue and the kind of speechifying in it, because you can see a video game character speaking with that kind of certainty and that kind of confident philosophy. It just seemed like a natural kind of thing to apply to this place, and so it just sort of all came together as a sort of who is the guy who would do this? Well, you know, that character. He was sort of this amalgamation of characters from Ayn Rand's books and Ayn Rand herself. This sort of idealistic person who says, well, the only way to do this is to separate from the rest of the world, and that led to Andrew Ryan. I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington. It belongs to the